Здравствуйте, мои дорогие! Приветствую вас на канале Айрония. Сегодня очень интересная тема, очень интересная для всех абсолютно, и для девочек, и для мальчиков. У меня, кстати, мальчиков на канале гораздо больше, чем девочек. Скоро у меня женский канал превратится в мужской. Речь пойдет о жестком сухом голодании, о моем опыте, и я уже практикую это несколько месяцев, могу совершенно точно сказать и обратить ваше внимание на важные аспекты. Я себе сделала пометки, не потому что я не знаю, что говорить, я прекрасно знаю всю эту тему, но дело в том, что я не хочу упустить важные моменты, и поэтому буду подглядывать свои записи. Значит, сухое голодание. Всего нужно один раз в неделю, плюс день выхода и день входа. На себе я уже, как вам уже сказала, я это проверила, поэтому постараюсь объяснить просто, быстро и понятно. Почему я решила начать практику сухого голодания? Как это происходит и что изменилось во мне? Как-то набрала я лишнего веса. Со мной это периодически происходит. Я даю себе волю, ем все, что хочу. Потом у меня какой-то момент, я вижу, что одежда начинает сидеть как-то не так. Мне становится некомфортно, и я начинаю снижать вес. Еще я заметила вдруг, что я перестала иметь возможность, например, гнуться так, как я люблю. То есть я занимаюсь время от времени какой-нибудь гимнастикой. Я вообще такой гибкий, в принципе, человек. Но я заметила, что мне очень трудно сидеть в позе лотоса там или как-то там гнуть ступни, ноги. Я это списала, значит, на свои травмы, операции, ну, старость там, я не знаю. Но мне это тоже как-то привнесло дискомфорт, что старость не радость, так сказать, я не могу сесть. Потом у меня появился в последнее время шум в ушах. Я даже сходила к врачу, и он меня направил, значит, на обследование. И оказалось, как он сказал, что шум в ушах из-за того, что вот здесь позвонки там как-то, не знаю, зажимы какие-то у меня там в позвонках. И я прошла курс массажа, но ничего это не помогло. Значит, что еще? Меня мучили сильные головные боли, а особенно мигрени уже на протяжении последних лет 15. Гипертония у меня, да, повышенное артериальное давление, и у меня после стрессовой ситуации у меня упало зрение, причем сильно упало. В общем, я решила заняться здоровьем, так как у меня есть несовершеннолетний ребенок, мне хочется быть в форме. Значит, на сухом голодании я уже пару месяцев, и могу сказать, что результаты были ощутимы и видны сразу. Сейчас я вам расскажу, какие изменения в организме бывают при периодическом сухом голодании. Значит, снижение веса. Даже за первый раз люди, говорят, сбрасывают от 500 грамм до 7 килограмм веса за один раз сухого голодания. Лично я скинула за первый день 4 килограмма. И что самое интересное, то, что они у меня не вернулись, как обычно там. Ты худеешь, у тебя возвращается вес, потом опять. Они не вернулись. Уменьшается сахар в крови. Но я, правда, до этого прекратила есть сахар в чистом виде. Я делала видео на эту тему. Уходят боли в суставах, и они становятся подвижными. И это так, и я опять могу сидеть в любых позах, как и раньше. То есть не только сидеть, там, стоять, лежать, задирать, там, как-то там ноги, выкручивать. В общем, я могу все, у меня опять суставы приняли то состояние, которое было до того, как я начала это голодание. Исчезает слезотечение. Я хочу сказать, что у меня один глаз на холоде, на ветру начинал слезиться. Сейчас этого нет. Не знаю, вот начнутся холода, может быть, что-то там будет слезиться. Но, в общем, я буду следить за этим. Что немаловажно для девочек. Уходит целлюлит, разглаживаются морщины, у кого они есть, пигментные пятна бледнеют. Действительно, чуть-чуть побледнели. Нормализуется артериальное давление. У меня оно явно улучшилось. Может быть, оно еще не нормализовалось, но оно улучшилось. Я чувствую это. И во время голода, кстати, голодания, я не принимаю свои таблетки, которые от давления. У меня практически прекратились мигрени. Даже страшно вообще произносить это вслух, но я не покупаю таблетки от мигрени. И это говорит о том, что я даже не заметила, что у меня прошли головные боли. Иногда
проходит, совершенно я не слышу шум в ушах. То есть шум тоже уходит постепенно. Я надеюсь, что он совершенно уйдет. Улучшается сон. Сон, правда, у меня всегда прекрасный. Я могу кофе выпить и спать пойти. Я стала лучше чувствовать запахи, вкус еды. Я конкретно знаю, что я хочу. То есть не так, что я хочу есть, но толком не знаю, чтобы поесть. То есть я знаю абсолютно конкретно, что я хочу. И что самое такое радующее меня, то, что при прекрасном аппетите я насыщаюсь очень малым количеством еды. То есть я знаю совершенно точно, что я хочу, в каком направлении, как бы у меня мысль. И съев немного, мне уже не хочется. То есть не так, что я могу сидеть там, как раньше, и за компанию там кидать орешки в рот или там выпить лишнего или еще что-нибудь, ну, чисто так, в компании незаметно, так сказать, накидать в себя лишнего. Нет, вот у меня конкретно доходит до какого-то момента, все, я сыта, я больше не хочу, я больше просто не ем. И намного я прям вижу, как сильно сократилось у меня желание есть. То, что я не могу проверить на себе, значит, да, при этом сухом голодании. Исчезают угри, папилломы, прыщи, фурункулы, зуд на коже, псориаз, нейродермит. У меня просто нет этих проблем, поэтому я не могу вам сказать. Но люди говорят, что да, действительно это так. Убирается заложенность носа, уменьшаются отеки, убираются всякие паразиты, глисты, улучшения наблюдаются при простатите, атеросклерозе, фибромиоме, уменьшается холестерин, уменьшается песок в желчном пузыре, нормализуется работа сердца, уменьшается боль при язве и гастрите. Нормализуется гемоглобин, хорошая профилактика рака, диабета, защита иммунной системы, нервной системы, замедляется старение. Посмотрим, что будет происходить дальше. Сейчас я с очень большим интересом слежу за этими изменениями. И заметьте, все перечисленное – это абсолютно то, что нужно нам, людям уже, не хочу сказать пожилого, нет, мы еще молодого возраста, но мы уже как бы не молодежь. Да, и мы, значит, стареем, взрослеем, нам нужно находиться в форме, а не сидеть, значит, с бабками по врачам и ворчать о своей нелегкой больной доле. Значит, не буду вдаваться в рассказ о видах голодания, расскажу только о том конкретном, что делаю я. Вернее, делаем мы с мужем. То есть мы раз в неделю, каждую неделю по 36 часов находимся на жестком сухом голодании. И, на мой взгляд, это самый лучший вид голодания. И означает это следующее. Тороплюсь, чтобы вам тоже не сидеть перед видео долго. Значит, что это означает? При жестком сухом голодании нельзя есть, пить, мыть руки, чистить зубы, ходить в душ, полоскать рот, то есть никакого контакта с водой. Если вдруг что-то нужно делать с водой, там, я не знаю, внезапно помыть посуду или еще что-то, одевайте перчатки. Есть просто сухое голодание, при котором вы не пьете воду, но вы можете полоскать рот, там, умыться и так далее. Но лучше никакого контакта с водой. Сухое голодание, во-первых, гораздо легче переносится, чем голодание на воде. Я это неоднократно проверила. И оно более эффективно в плане избавления от лишнего веса и профилактики и лечения кучи заболеваний, о которых вы даже и знать не знаете. И один день сухого голодания приравнивается к 3-4 дням голодания на воде. Что происходит при сухом голодании? При сухом голодании включается процесс очищения организма автоматически. Автофагия. Прервали меня звонком. Значит, автофагия. Что это такое? Не получая воды и пищи, клетки первым делом избавляются от всего плохого. То есть сжигают мусорные вещества, которые копятся в лизосоме каждой клетки. Да, у нас в организме происходят разные процессы, и организм, не получая питания извне, начинает искать другие резервы и находит вот эти отмершие клетки, которые откладываются в организме, и они, вот эти вот отходы, идут в утилизацию. Когда вы на сухом голоде, то все вот эти, все ненужное сжигается в вашем организме, образно говоря. Так, ой, у нас пошел ливень. Не знаю, слышно или нет, у нас страшный ливень.
Я вам хочу сказать, что нужно время от времени вообще позволять организму отдыхать от пищи. Не давать ему, значит, есть, и энергия в этот момент не растрачивается на переваривание пищи, а идет на борьбу с воспалительными процессами, о которых, возможно, вы не знаете. Во время сухого голодания происходит повышение внутренней температуры тела. Я это замечаю иногда. А при температуре, как вы знаете, что происходит? Да, организм борется с вирусами, токсинами, которые вызывают всякие болезни. И при голодании на воде все это вымывается водой через мочу, а при сухом голодании это все сжигается вообще, потому что воды у вас нет, как бы вы не пьете в этот момент. Ой, какой сильный шум, не знаю, что вам слышно или нет. Как входить в день голодания? Нужна ли подготовка к голоданию? Это очень важный момент, именно вот момент подготовки к голоданию и правильное очищение организма перед голоданием. Если вы перед голоданием неправильно почистили тело, у вас может болеть голова, вам станет плохо, чуть ли не до обморока иногда бывают, нехорошее состояние организма, сильная усталость и сонливость, голод и такая неактивность. Да? День первый – это день входа в голодание. Значит, что мы делаем? С утра и до 14 часов нежелательно употреблять сахар, соль, мясо, кофе, алкоголь, курить и есть сладкие там бананы, виноград. Лучше есть овощи, фрукты, обычные соки и воду. Я сколько раз так пробовала делать, у меня не получалось нормально войти в сухой голод, потому что я ходила, у меня было плохое настроение, я хотела есть, я была более раздраженная, поэтому я попробовала в утро входа завтракать, как обычно, кофе, там, бутерброды, как обычно я завтракаю. И при этом, вернее, после завтрака я переходила на воду с соком, и я прекрасно входила в сухой голод, мне не хотелось ни есть, я была активна, и все нормально. С 14 до 17 часов можно пить только воду, без ничего, просто воду. С 17 до 18 мы чистим обязательно кишечник. Для того, чтобы правильно почистить кишечник, обязательно нужно определить тип своего тела по аюрведе. Я оставлю ссылку внизу, потому что там вы можете, значит, узнать тип своего тела, ответив на некоторые вопросы. Для чего это нужно? Объясню на примере, чтобы вы понимали. Да? У меня огненный тип тела, я пита. И мне нужно чистить тонкий кишечник. Поэтому, если я начну подготавливать свой организм к голоду, например, делая клизму или вызывая рвоту, то мне это будет абсолютно малоэффективно. То есть оно никак не почистит мне тонкий кишечник. Мне надо использовать слабительный, да, чтобы оно прошло вот именно по тонкому кишечнику. После чистки к 18 часам мы прекращаем всяческий контакт с водой. Я обычно перед тем, как войти в голод, я иду в душ, ну, как бы мою голову, все смываю себе, косметику там, все. И, значит, вхожу в сухой голод. Первый раз я прислушивалась к организму, и что я чувствую, как, сколько часов я без воды, как это возможно. То есть я прям очень настороженно к этому относилась. И я не использовала слабительное, мне не хотелось использовать слабительное. Я делала шанг пракшалану, это хваленая, значит, система очищения вот именно организма. Вы пьете воду по стакану, она солененькая, вы ее пьете и делаете упражнения. И в конечном итоге вы сходите в туалет. Да, я вам оставлю ссылку тоже на эту шанг пракшалану. Но я, так как не люблю пить воду, я вообще не люблю вот это чувство перенасыщенности водой организма. Несмотря на то, что у меня получилось, прекрасно это сработало и первый, и второй раз, мне противно напиваться вот этой водой. Очень противно, поэтому я, например, перешла на слабительный, мне это гораздо лучше, и мне не надо пить воду лишнюю, и все хорошо. Поэтому, если вы любите воду, вам, возможно, подойдет другой вариант, но вот на выбор. Первые разы, несмотря на то, что я очень хорошо чистилась перед входом, тем не менее, у меня болела голова,
2 раза у меня сильно болела голова, прям была такая сильная мигрень, я чуть не отказалась, значит, от этого. У меня, да, один раз мы зашли в магазин в момент голодания, и у меня что-то потемнело прямо в глазах, мне стало плохо, и я думала, что я сейчас упаду в обморок, там было видно душно. И я выбежала на улицу, я села, и у меня даже скрутило руку, я думала, что, ну, парализовать меня может или что, честно говоря, я так струхнула. Но это очень быстро прошло, я подышала, у меня прошло, и больше никогда в жизни не повторялось. Так что я советую, если вы начинаете голодать, не ходите по магазинам, там, где есть масса людей. Потом мы были в масках, возможно, это еще как бы дало свое, вот эту реакцию на вот это. Потому что в маске не получаем кислорода, и поэтому нежелательно, значит, ходить по магазинам в этот момент. Так, день сухого голода. Что мы делаем, да? Можно работать как обычно, если вы ну, вам надо, хотите. Желательно не лежать, лучше гулять на свежем воздухе. Если у вас есть возможность на работу и с работы сходить пешком, ходите, занимайтесь спортом посильным, на велике хорошо кататься. Лучше, конечно, некоторые идут в горы, в лес. Можно, конечно, тягать гири и заниматься силовыми упражнениями. Единственное, имейте в виду, что, ну, если вы вспотеете, с водой вам нельзя соприкасаться, просто оботретесь там чем-то и все. Но если вам нравится, делайте, и можно делать, то есть и силовые какие-то кардио нагрузки, да, они называются. Легче голодать, конечно, в компании с кем-то, с подругой, с другом. Я вот с мужем это делаю. Потому что другим людям непонятно. Им кажется, что ты хочешь есть, им плохо, запахи, там, как ты, бедненький, не ешь. И, в общем, будут вас отвлекать. Голодаю я сейчас раз в неделю, каждую неделю, в один и тот же день начинаю. Пробовали мы голодать на Экадаши, это лунный календарь, тоже посмотрите в интернете, если не в курсе. Это считается более эффективное голодание, но я заметила, что стало мне хуже так, например, да. Мне гораздо лучше это делать регулярно, каждую неделю, потому что уже подходя к дню, когда я обычно голодаю, мне хочется голодать, мне хочется уже войти, и как-то это на автомате уже происходит. Поэтому я буду это делать, продолжать каждую неделю. Значит, 36 часов это считается безвредное голодание, тем не менее, спросите у врача, можно ли вам голодать или нет. Даже если вы здоровый человек, вам нет у вас болезни, это все равно хорошая профилактика. Правильный выход. Правильный выход из голодания – это очень большое важное дело, потому что в день выхода организм продолжает очищаться, продолжает снижаться вес, сжигаться ненужные клетки. Поэтому выход из голодания прямо очень-очень важен. И сейчас слушайте внимательно, как это делается, чтобы вы не встали и не начали есть сразу много, да еще и вредной пищи. Делается это примерно так. В 6 или в 7 часов, или когда вы встаете, без разницы. Сначала мы чистим зубы и чистим язык от вот этого всего. Чистим язык, я обычно иду в душ, и там под душем чищу зубы и язык. Потом вы выпиваете стакан прохладной воды с лимонным соком. Выпиваете не залпом, очень маленькими глотками, прям жуя каждый глоток, смакуя медленно, прям чтобы она впитывалась в вас, как вот капля дождя в землю, не знаю. Очень медленно, никуда не спешим, в течение часа пьем этот стакан воды. В 8 часов можно выпить сок наполовину разбавленной водой. В 9 часов опять воду с лимоном. То есть мы чередуем через час. В 10 часов сок с водой или смузи с водой. Я смузи терпеть не могу, поэтому я сок с водой. В 11 часов вода с лимоном. А в 12 можно уже поесть немножко салата. Не вот такую чашку такую, да, а маленькую тарелочку этого салата, что, например, входит лучше всего, входит в этот салат. Это тонко наструганная, такая отжатая капуста с морковкой наструганной на терке, например, либо капуста со свеклой, можно и капуста со свеклой с морковкой, либо морковка с яблочком, политая лимонным соком. В общем, вот такие продукты. Но мне, например, вот сколько раз я пробовала, мне не хочется этих продуктов, мне прям противно вот это есть. Но это чисто мое. Я, если хочу, я ем салат из помидоров или ем салат из салатных листьев. А вообще, вот в последнее время мне не хочется в этот момент
есть ничего еще в 12 часов, я продолжаю пить воду, ничего не есть. Значит, в 14 часов вода с лимоном. Или, вот кто живет в Германии, значит, я захожу в Альди, и там продается, значит, биосок квашеной капусты. Вот это очень хорошее средство для восстановления флоры кишечника. Вот его прям советую пить в этот момент. Кстати, с 14 до 15 часов можно поспать часок, если хотите. Если, например, вам хочется очень поесть вареной пищи, мне, например, очень хочется, и поэтому я ем, значит, вареную пищу можно с 13 до 16 часов, и все. Я ем немножко такой вареной картошки, могу съесть тарелочку тыквенного супа или тарелку постного борща. Это то, что ем я, и все, и у меня организм сразу успокаивается, я не хочу есть, мне хорошо, и все хорошо. В 15 часов можно съесть какой-то вид фруктов, в 16 вода с лимоном, в 17 можете съесть арбуз, ягоды или какие-то фрукты. Значит, желательно не нарушать вот такое расписание, поэтому вы выйдете, если вы не будете нарушать, спокойно из голода, не причиняя вред своему организму. Значит, потом у нас вечером опять мы продолжаем пить воду с лимоном. И в 7 часов вечера вы можете съесть салатик, огурчик, фрукты какие-то. Я ем только фрукты. Как ни странно, я не хочу в день выхода вообще никакие овощи, только фрукты. Овощи только в вареном виде. Пить можно травяной чай. Уже туда к вечеру травяные чаи. Нельзя есть на выходе жирное, белковое, сладкое, кислое, за исключением лимонного сока. Орехи, естественно, сухофрукты, сладкий там инжир, вот этот курагу и так далее. Черный чай, кофе, хлеб, масло, мясо, рыбу, бананы, авокадо, виноград, молочные продукты. Это все нельзя. То есть мы выходим вот на том, что я сказала до этого. Еду мы хорошо жуем, маленькими порциями едим, не обжираемся, даже салатом не обжираемся. Может быть, вот поэтому, потому что мало еды, вот сейчас я очень быстро насыщаюсь, и мне достаточно совсем малого количества еды, и мне хорошо. Я все не голодная, все хорошо. Так, считается, что вот в этот день выхода мы закладываем фундамент того, что мы будем хотеть после голодания. То есть вы начинаете есть полезную для вас пищу, и вы на ней примерно этого вам будет хотеться и позже. Я пока не могу подтвердить этот момент, потому что мне хочется в день выхода самых разнообразных продуктов, и кофе, и мясо, и орешки, и тортик, в общем, все такое. Но я заметила следующее. Постепенно вкус все равно у вас меняется. У меня, во всяком случае, меняется. Я насыщаюсь малыми порциями. Чувствую гораздо лучше свое тело сейчас. Прям чувствую его. Очень приятно. Это чувство такое в детстве обычно бывает. У меня обострилось, лучше гораздо чувствую запахи. Вообще восприятие мира, чувствительность, видимо, повысилась. И, между прочим, все килограммы, которые вот сходят, они не возвращаются, они улетучиваются. Если даже вы чуть-чуть наберете, вы обязательно это все у вас, точно уйдет со следующим голоданием. Все больше и больше. Медленно, но верно, без всяких срывов, без ничего. Во время вот такого вот сухого голодания делается обновление системы, обновление программы, и процессы старения замедляются, что для нас, людей постарше, гораздо важнее, чем лежать на диване и есть что-нибудь в свое удовольствие. Выберите правильные дни для голодания, потому что важно, чтобы вы могли почиститься в день голодания, чтобы вы там не пачкали свои руки и вообще себя, что вам нельзя трогать воду. А самое главное – это правильный выход. В общем, я желаю вам от души попробовать именно это сухое, жесткое голодание, потому что от него больше толку и легче переносится это все. И оставайтесь здоровыми, красивыми. До новых встреч. С вами была Наташа. Пока.